Здорово, бойцы! Это будет краткий обзор, ну, насколько это возможно, краткий, но полный обзор на фракцию JLA в моде по генералам под названием Rise of the Reds версия 1.86 пока что. В следующих сериях будут обзоры на 1.87 серию и так далее. На разные моды. Если вам интересно, подписывайтесь, комментируйте, поддерживайте лайками. Буду делать для вас подобные разборы. Ну и играть я тоже буду. В данном случае цель этого видео это именно обзор. Итак, фракция GLA отличается от той фракции, которая была представлена в Zero Hour в оригинальной игре. То есть, во-первых, это децентрализованная армия, ну, так же, как и в оригинале. Но фишки добавлены очень интересные. Во-первых, командный центр, казарма и военный завод уже являются тоннелями сразу. Но также мы можем строить обычные тоннели. Их мы можем либо замаскировать, либо укрепить. Ну вот, допустим, этот мы замаскируем. Значит, но, ну вот во время того, как строится техника, да, мы не можем использовать его как тоннель. Поэтому все-таки эти тоннели тоже нужно будет строить. Вот. Значит, начнем с командного центра. Командный центр у нас тренирует рабочих, ну, для того, чтобы строить, соответственно, все. Также рабочих тренирует и центр снабжения. Следующий юнит, которого мы выпускаем из командного центра, это наблюдательный фургон. Он нужен для того, чтобы, во-первых, разведка, во-вторых, просто разведка местности, либо мы можем замаскироваться под нашего противника, да, и стоять где-то. Вот они у меня расставлены по периметру, чтобы было видно всю карту. То есть они у меня шпионят. Либо наблюдательный пункт, то есть он обнаруживает скрытых юнитов. Так, сейчас вот оно у меня догрузится. Но к этому мы еще вернемся. Вот. Ну, такой вот у него радиус действия, обнаруживает Джарманов Келов, полковников Бартонов и так далее. Лотосов и всех остальных скрытых юнитов. Так, передвижной GPS-шифратор, это мы дойдем. Нам нужно, чтобы использовать этих юнитов, то есть, чтобы скрывать свои постройки и юнитов, нам нужно этот апгрейд, точнее не апгрейд, а это повышение использовать. Так, следующее это у нас командный грузовик. Вот, он дает нам разведку. То есть, если мы усовершенствуем здесь, в химической лаборатории, усовершенствуем оснащение командных грузовиков, то он у нас будет скрытый во время развертывания и сможет производить разведку в разных частях карты. Ну, мы это сразу можем усовершенствовать. Значит, до этого мы еще дойдем. Следующее это у нас переработчик. Переработчик, он у нас ворует технологии. Вот, например, вот, уничтожили какую-то среднюю технику, да, и у нас базовая технология США, мы должны нажать на эту кнопочку, подъехать и собрать эту технологию. Ну, этого мы сейчас делать не будем. Я уже собрал, я уже украл технологию США, базовую и продвинутую. И также украл технологию России, базовую и продвинутую тоже. Вот. Значит, по командному центру, в принципе, понятно. Переходим к рабочему. Рабочий у нас строит склад снабжения, в принципе, все без изменений. Но склад снабжения у нас оснащен еще и слотами для того, чтобы спрятать наших рабочих, чтобы их не задавили, не затоксичили, не расстрелял снайпер или что там еще, может быть, какая атака. То есть до времени, пока прибудет подкрепление, они будут сохраняться в здании. Слотов здесь 6. Я полагаю, что если 6 слотов, значит нужно и 6 рабочих для сбора ресурсов. Хотя я смотрел в обучалке, и там было 5. Нужно было делать 5 рабочих в Zero Hour. Не знаю. Если знаете, напишите в комментариях, сколько нужно тут рабочих, чтобы максимально эффективно собирать ресурсы. Для рабочих также мы можем улучшить обувь. То есть на 10% больше скорость сбора снабжения и на 20% больше скорость передвижения. Мы, пожалуй, сразу это апгрейдим. И сейчас они собирают $75, но после апгрейда на ботинки мы будем получать $83. При том, что уходить ресурсов, по идее, будет столько же, сколько и при 75. То есть просто больше денег мы будем зарабатывать.
Так, следующий у нас тоннель казармы. В принципе, тут все понятно. Заказываем тут пехоту. И, соответственно, можем, пока не строим пехоту, мы можем пользоваться им как туннелем. То же самое и с военным заводом. То есть тоже мы можем его использовать как тоннель, пока не строим технику. Так, следующий у нас идет постройка сеть тоннелей. Тоннели мы можем, как я уже говорил, либо замаскировать, либо укрепить. Я обычно их маскирую, на ботов срабатывает, потому что они не стреляют. То есть их может обнаружить только специальный юнит, который занимается обнаружением скрытых объектов. Следующее это пушка гнездо ДШК. Вот она. Ее тоже можно либо укрепить. Я обычно ее укрепляю, потому что маскировать нет смысла. Когда подъезжает техника, они начинают стрелять и демаскируются. Довольно симпатично стреляет пушка. Стингеры тоже обычно я укрепляю, потому что нет смысла их против бота, нет смысла их скрывать. Но хотя, с другой стороны, можно. Ну, хотя они демаскируются, когда стреляют, поэтому против бота практически не применяется маскировка. Так, тоннель поставки, это понятно, это военный завод, это у нас станция GPS-шифрования. Опять же, если мы сделаем улучшение на GPS технологии, то тогда мы сможем использовать ее. Дальше покажу. Взлетная полоса тоже открывается только после применения этого повышения. Открытие воздушной взлетной полосы, вот это все, воздушной техники и так далее. Черный рынок. Черный рынок больше нельзя построить, потому что можно строить только один. Тут же мы усовершенствуем ремонт техники, плюс 25 к наносимому пулями урону, камуфляж для пехоты и вооружить нашу толпу автоматами АК и коктейлями Молотова, плюс 100% к огневой мощи разъяренных толп. Обязательно я тоже беру все эти штуки. Но в данном случае мне, например, не обязательно брать ремонт техники, поскольку у меня захвачено здание, которое отвечает за ремонт техники. И также это здание отвечает за лечение нашей пехоты. Тут мне давали это здание, я разрушил специально, чтобы не спамились больше скорпионы. Они привозили мне по воздуху подкрепление скорпионами. Здесь было здание, его разрушили во время войны. Значит, это было нефтеперерабатывающий завод, он давал нам скидку на технику. И нефтяные вышки дают нам доход постоянный, причем такой неплохой. 40 баксов в 2 секунды, я полагаю. Так, вернемся же к зданиям. Черный рынок. Вот, химическая лаборатория. Здесь мы можем улучшить наши ракеты СКАД, Скорпиона, баги, ракеты для наших ракетчиков. То есть все, что стреляет ракетами, становится плюс 25 на плюс 25% сильнее. Так, ну и, конечно же, СКАД Шторм. То есть, 5000 стоит и очень эффективный. Также мы можем установить фугас и построить еще дополнительное убежище, то есть командные центры, которые выводят всю эту полезную технику. То есть мы их можем строить в неограниченном количестве. Так, фугас мы можем взрывать вручную. В принципе, очень интересная штука. Можно вокруг этого построить свою интересную тактику. Итак, перейдем к технике. Техничка. Техничка может перевозить пехоту при условии, что если мы украдем базовую технологию США, ЭКО, то у нас будет добавлять больше урон по площади. То есть это мы заменяем основное оружие на картечную пушку. То есть против пехоты хорошо, против техники и зданий, не очень. Даже написано, уменьшает урон, наносимый технике и зданиям. Да, понятно. Если мы украдем технологию Китая, плюс 40% увеличения скорости, при ее и так немалой скорости достаточно, и при уничтожении происходит небольшой взрыв с радиоактивным загрязнением. В принципе, на этом все. Дальше у нас идет Скорпион. Значит, может улучшать свое вооружение с помощью обломков, но плюс к этому мы еще и при воровстве базовой технологии США можем сделать его летающим. Летающим, либо плавающим как бы по воде.
можем форсировать берега, и насчет этого тоже можно придумать кучу разных интересных тактик в режиме PvP. Так, следующее, что мы можем, если мы украдем базовую технологию России, то мы можем обвесить наш танк дополнительной защитой. Это плюс 20 меньше урона от ракет и взрывов, и плюс 10 меньше урона от танковых снарядов. В принципе, вещь полезная, я предпочитал бы сделать это вместо подушки, воздушной подушки этой. Следующий идет трактор, таксотрактор. Он может распылять вокруг себя токсины достаточно эффективно, но при этом, то есть он уничтожается ракетчиками, поэтому, не знаю, въезжать в толпу, но ездит он достаточно быстро, ну как, относительно. Ну и стреляет, как бы, соответственно, как и в классическом Zero Hour. Еще может заражать местность, но это нужно, чтобы он подъехал, заразил, в общем, ничего интересного в этом особо нет. Такой вот интересный юнит. Следующий это у нас грузовик Урал. Это противовоздушная оборона. В обычном режиме это 2 стингера, и они становятся невидимыми. То есть очень такая подленькая противовоздушка, ее не видно, пока она не начинает стрелять, соответственно. И если мы украдем базовую технологию, точнее продвинутую технологию России, то мы можем перевооружить ее на 2 такие дополнительные ракеты. Точнее, просто на 2 ракеты. И радиус действия увеличивается сильно. И они становятся... Ну, в общем, мне вот эта ПВОшка нравится намного больше, чем обычные стингеры. Так, что ж, следующий у нас получается пикап со взрывчаткой. Он скидывает такие бочки, которые нужно дозаказывать за $200. Но можно заминировать местность вполне себе оперативно. То есть построить мины. Взрываются они, в принципе, достаточно неплохо. Ну и сам по себе грузовик тоже может в определенный момент взорваться. Но взрыв не очень большой. Так, следующий это грузовик-бомба. Он открывается через повышение. Вот это. Дальше мы про него расскажем, когда дойдем до повышений. Четверная пушка. Работает отлично по пехоте на первых порах и против авиации хорошо. Может улучшаться за счет скраба, сбора скраба, улучшать свое оружие. И плюс еще то же самое, что и у технички. Можем украсть технологии. И, кстати, если мы украдем технологию GLA, а это возможно, если будем играть против GLA, то есть она будет взрываться. При уничтожении машины происходит мощный взрыв. Такой себе камикадзе получится. Можно въезжать в толпу и жертвовать, так сказать, своим юнитом, забирая юнитов противника. Так, мотоцикл у нас становится невидимым, если мы прокачаем технологию камуфляж. Ну, в принципе, я думаю, что на ранних этапах он хорошо. Он, во-первых, ракетами, то есть мы на него можем еще и ракеты апгрейдить в химической лаборатории. Ну, довольно эффективный юнит на первых порах, я полагаю. Баги могут быть перекомплектованы на миномет, либо стрелять своими стандартными ракетами. Но миномет довольно долго перезаряжается. Опять же, если мы усовершенствуем боеприпасы баги, то есть тогда плюс 100% количество ракет баги и плюс 50% к скорости стрельбы миномета. И миномет также мы можем дополнить еще и вот этими токсичными снарядами. А тогда они будут оставлять след токсичный. Очень неплохая фишка. Так, вот моя любимая артиллерия. Залповая система залпового огня. Но я больше люблю не залповые огни, а именно одиночные. Стреляет очень далеко, очень эффективно, как видите, да. То есть достреливает достаточно далеко, прям оборонительные сооружения уничтожает на раз. Следующая фишка у этой техники это, если мы украдем продвинутую технологию США, мы можем оборудовать ее такой вот ракетой. Тоже очень дальнобойная, более мощная, но ее можно законтролить. То есть ее можно сбить, как и ракету
у США. Не помню, как она называется, но, в общем, ее можно ликвидировать. Эти же законтролить невозможно. Так, на этом по этой технике все. Дальше у нас открывается мародер и автобус, если мы используем повышение штурмовая тактика, то есть запрос тяжелой штурмовой техники и аппаратуры. Наверное, сейчас мы это и сделаем, поскольку мы идем по порядку. И закажем пару этих юнитов. Автобус. И, наверное, сразу же мы перейдем к этому повышению, пока мы не перешли к пехоте. Значит, он открывает склады взрывчатки. Открывает грузовик-бомбу, повстанцы могут устанавливать растяжки, повстанцы взрываются, если раздавлены техникой, тоннельные защитники могут устанавливать заряды ТНТ. Тоннельные защитники взрываются, если раздавлены техникой. В принципе, неплохой набор функций. Так, по мародерам что? То же самое. Вот, кстати, если мародеров прокачать до 3 лычек и заскрапить 2 раза, и плюс еще украсть технологию GLA, у них появляется смонтировать возможность смонтировать контейнер с ракетами на этом танке, да, то есть получается очень сильный танк, прямо очень сильный. Он и так из себя, в принципе, неплохо себя показывает, но становится прямо очень сильно. Так, грузовик со взрывчаткой мы сейчас вам покажем. Пусть пока построится парочка. И пока что мы, наверное, на этом, то есть в военном заводе мы посмотрели все. Теперь нам нужно перейти к пехоте. Давайте же пока строятся наши грузовики для демонстрации. Мы не могли их раньше построить, поскольку не была открыта функция повстанец. Повстанец у нас стреляет либо от бедра штурмовой винтовкой по пехоте, поскольку стрелять их не учили, все-таки это повстанческая армия. То есть они такие малообученные, но при этом очень преданные ребята. Также он может стрелять кидать коктейли Молотова, выкуривать из зданий засевшую там пехоту. Довольно эффективно. И также он может, вот мы сделали это улучшение, да, и он может теперь устанавливать растяжки. Растяжка — это значит, что если кто-то подбежит к нашему зданию, захочет его захватить, то произойдет взрыв. Насколько мощный взрыв, я не знаю, но точно того, кто захочет его захватить, наверняка разнесет на кусочки. Но насчет того, что выживет ли здание, я думаю, что выживет. Не думаю, что такой прям мощный взрыв. На этом с пехотинцем, в принципе, все. Также он может быть невидимым, если мы прокачаем камуфляж. Следующий — это у нас террорист. Террорист, в принципе, ну, если он видимый, то, конечно, не очень. Но на ранних этапах он в любом случае будет видимый. Я думаю, для рашей вполне себе подойдет. Очень эпично. Взрывается на кусочки. Причем сам на кусочки, а парниша просто погиб. Так, ну ладно. Следующий у нас угонщик. Угонщик тоже изначально не замаскирован никак. То есть он может угнать любую технику, кроме строительной техники. То есть угнать технологию США, например, мы не можем. Построить энергию, я так понял, что мы не можем в этом моде. Это компенсируется тем, что мы воруем именно технологии вот этой машины. В принципе, справедливо. Иначе это было бы совсем. А вот Джарман и Келлу обрезали конкретно полномочия. То есть он теперь может работать снайпером, при этом демаскируясь. Так-то он невидимый, даже без повышения. Либо стингером убивать только вертолеты, либо летательный аппарат. Ну, в принципе, по самолетам, насколько я помню, он не особо стреляет. Либо делать огонь на подавление, то есть стрелять по вражеской технике, она при этом замораживается, но как только он перестает стрелять, она размораживается и едет дальше по своим делам. То есть, в принципе, Джарман Келл тут, конечно, немножко его подрезали, ему крылья. Так, следующий у нас тоннельный защитник. Это обычный ракетчик, он стреляет и по воздуху, и по танкам, и по зданиям, соответственно, ну, то есть неплохо. Против пехоты работает вообще не очень. То есть практически ничего не делает ему. Злая толпа. Следующая у нас идет. Разъяренная толпа. Для начала они стреляют из пистолетов и кидаются камнями, но при этом уже неплохо работают.
Но если сделать апгрейд на калаши и коктейли Молотова, прям становится очень сильным юнитом. Следующий у нас идет партизан. Партизан, в принципе, ну, убивает с 2 раз пехоту. Ну, достаточно слабенько, но при этом он может обнаруживать скрытые объекты. То есть он садится, начинает исследовать ситуацию, да, и, ну, стоит он 550, машинка стоит 200, поэтому и радиус у них одинаковый. То есть я выбираю, конечно, в данном случае машинку. Следующий у нас идет ПЗРК Стингер. Он может стрелять по воздуху, так же как и ракетчик, кстати. Но при этом он еще и по наземным целям ведет пистолетный прицельный огонь, который как бы, ну, не наносит вообще нифига никакого урона толком. Не знаю, зачем это сделано, но, видимо так надо. Так, эти же ребята у нас открываются только после повышения, которое мы сейчас применим. И покажу вам, пока они будут строиться, буду показывать вам, как работает. Так, мы закажем 3 головореза, 3 гранатометчика и 3 пулеметчика. А позже покажу вам, как это будет действовать. Так, тут же мы можем грузовик. Сначала мы его замаскируем. И сделаем бомбу, биобомбу за 300 баксов. Перевооружимся. То есть из обычной бомбы в биобомбу. И поедем к пехоте поближе. Хоть пехота противника, как мы видим, да, оснащена костюмами защиты. Но все равно я думаю, что они взорвутся. Весьма неплохо. Вот. И они у нас получают такой вот обломки, да, которые будут еще, их нужно еще уничтожить, как видите, есть здоровье. И они будут еще отравлять территорию, пока не уничтожатся. Да, это, кстати, не очень хорошо, потому что я хотел бы пехоту сейчас продолжить уничтожать. По кому он стреляет? Ладно, я надеюсь, что они уничтожат его. Здесь же, опять же, мы можем фугасную бомбу усовершенствовать за $300. Плюс 33 к мощности взрыва. Замаскироваться нужно. Обязательно вручную. И поехать. Вот сюда вот мы поедем, уничтожим вот эту пушку. Посмотрим, как это будет выглядеть. Или нет, мы взрывем этого. Ну взрывайся. Отлично. И вот, кстати, вот это продвинутая... О, нет, это базовая технология с таким значком. А продвинутая она с крылышками. Так, ну грузовики, в общем, мне нравятся. Все, тут зачистили. Молодцы. Молодцы. Пошли показывать класс. Я бы еще пару вот этих ребят сделал, пока мы будем головорезами работать. На них, кстати, не срабатывает камуфляж почему-то. Блин, не сможем мы никого зарезать толком. Да, не смогли. Придется наклепать еще. Так, эти ребята у нас в лежачем положении используют пулемет. Намного сильнее. Вот, кстати, гранатометчики. Я так понимаю, что они рассчитаны на то, что мы будем использовать их в начале игры для раша. Потому что в обычной уже игре они будут уже не так эффективны, поскольку появится тяжелая техника и будут средства, чтобы уничтожать пехоту. Очень быстро бегают ребята. Да, против зданий, конечно, они работают уже не так интересно. Ничего себе, это что?
А, это пушка. Они забегают в толпу очень неплохо и могут вызывать огонь на себя, то есть и из этого... Вот, кстати. Ну, по пехоте не очень они работают. А вот по танку давайте посмотрим. Хотя, блин, пулеметчики мне нравятся больше всего здесь. Блин, ну не везет нам с ними. Посмотрим, что они задумали. И не могут быть раздавлены хаммерами, либо еще чем-то. А бот очень хорошо давит пехоту. То есть, короче, для раннего раша подходит идеально. Ну, короче, эти ребята, ну, такие себе. Вот эти более серьезные. С мачете. Они, конечно, могут переключиться еще и на дробовик, но тоже практически бесполезны. А цена у них, на секундочку, 200 баксов. Эти 600, а эти 400. Вот за 400 самые такие оптимальные ребята, скажем так. Так, в принципе, тут мы закончили с пехотой. Все посмотрели, пехоту всю посмотрели. Автобус, поехали. Так, нет, стоп. Воспользуемся туннелем все-таки. Туннель может... автобус может замаскироваться. Но при этом, вот он едет, и он демаскируется за счет того, что он начинает во всех стрелять. Я полагаю, что его можно использовать. Вот, его сразу видят. То есть эффект от его маскировки не такой хороший. Но если мы посадим в него, например, не ракетчиков, а кого-нибудь еще, кто не стреляет из него, то тогда, я думаю, будет вполне себе интересно. Эти ребята вообще могут в него залезть? Да, могут. Мы попробуем сейчас это сделать. Вот как удобно тоннелями пользоваться для того, чтобы... Проверю свою теорию прямо сейчас. Вот, они не стреляют. То есть мы можем замаскироваться. Проехать, где нам нужно. В тыл куда-нибудь. Ну, в общем, такая себе затея получилась. Ладно. Так, что нам нужно еще? Что нам нужно было? Так, тоннельные защитники. Вот то, что я еще хотел по пехоте показать. Они у нас устанавливают заряды ТНТ. Попробуем. Они подходят, если они прокачаны на маскировку, да, то есть... То, в принципе, это может быть эффективно. Можно заминировать здание. Ну, скажем так, тоже для партизанской войны самое оно. Так, в принципе, по пехоте я уже все показал, растяжки показал. Все есть. Дальше я хочу показать вам, пожалуй, вот эту язву и
Да, GPS-шифратор. Как работает язва? То есть она хорошо уничтожает технику. Ну, легкую технику, среднюю технику. Но по зданиям практически никакого урона не наносит. Но опять же, ее мы можем немножко улучшить с помощью сибирской язвы бета. Давайте посмотрим. Сейчас самолет пролетит. Я специально тут их заблокировал. Вот, то есть, ну, достаточно эффективно они. Скопления техники могут проредить капитально. В принципе, эффективно. Так, GPS. GPS у нас открывает передвижной GPS-шифратор, либо мы можем поставить целую станцию. У станции, конечно же, больше радиус действия. Плюс к этому... Так, ну что, когда уже? Вот. То есть у этой машинки радиус не такой большой, но оно все скрывает. И такая вот станция стационарная, то есть имеет большой радиус. Также она может испускать мощный заглушающий импульс. Пострадавшую вражескую технику временно нельзя выделить. Пострадавшая вражеская техника временно отключается. Такой вот импульс, то есть, ну, в режиме PvP, я думаю, что эта штука вполне себе может быть, иметь место быть. То есть для использования. Отключить технику при нападении, плюс она скрывает твою базу, то есть и достаточно неплохой такой радиус. Поэтому я думаю, что можно применять. Но на вкус и цвет как бы тут уж выбирайте сами. Так, что еще мы можем? Мы можем посмотреть тоннель. Тоннель мы можем расположить везде, где у нас открыта местность. Если где-то местность закрыта, мы его как бы не можем. Для начала нужно разведать, а потом уже ставить тоннельчик. В чем фишка этого тоннеля? Вы можете вот на любом острове, либо где-то в труднодоступном месте, вы можете, ну, во-первых, вывести рабочего, да, из этого тоннеля и что-то построить, либо сразу же этот тоннель превратить либо в убежище для того, чтобы производить рабочих, либо превратить его в казарму, либо в военный завод. Вот давайте превратим в военный завод за 2500. То есть цена такая же, как и просто построить военный завод. В принципе, свои свойства он не теряет, он также остается тоннелем, но может быть, наверное, более крепким становится, то есть таким же, как военный завод. В общем, фишка такая интересная, то есть мы можем открывать новый фронт, да, отсюда выводить технику в нужном нам количестве, вообще не запариваясь. И также пользоваться им как тоннелем. Так, тут в принципе все, я полагаю, да? Нет, еще не все. Еще я не показал вам вот этого юнита. Я, наверное, оставлю на самый последок. Вот эту штуку покажу. Не знаю, честно говоря, куда ее применять. Мне не понравилось. Такая фишка. То есть она отключает. То есть можно направить ее только на технику, и все в радиусе вот этом, которым было указано, отключается на какое-то время. Максимально это на 16 секунд. И плюс увеличиваются цены на производство техники в зоне действия. Ну, не знаю, мне, честно говоря, это как-то не понравилось, но я думаю, может быть, в режиме PvP как-то там можно применять, но, опять же, я бы выбрал другие повышения. Так, тут, в принципе, понятно, что мы хотели улучшить. Но здесь, в отличие от Zero Hour, да, у нас в повышениях продвигается премия за уничтожение противника. Здесь же мы это делаем в черном рынке. Также мы добавляем возможность зарабатывать деньги по $35 каждые 2 секунды. На первом уровне, на втором еще дополнительно $35, на третьем еще $35. Также бронебойные пули мы здесь можем улучшить, это очень важно, если вы стрелковой техникой пользуетесь. Улучшить ремонт обломками, то есть сделать автоматический ремонт техники, добавить толпе АК и молотовы и замаскировать вашу пехоту. Ну, я обычно все это обязательно исследую. Здесь мы добавляем ракеты Скорпиону, баги получают дополнительный комплект на 100%, либо 50% скорости стрельбы миномета. Ну, тоже
Пожалуй, да, конечно, всегда. Значит, бронебойные ракеты, это наши ракетчики получают и стингеры, и все, кто стреляет ракетами, плюс 25% к наносимому урону. Так, токсичные снаряды. Минометы и танковые снаряды оставляют токсичный след, токсичные лужи на месте попадания. Да, пожалуй, возьмем. Но когда я работаю толпой, то я стараюсь не брать это улучшение, поскольку толпа тоже подвержена токсичному излучению. Но если я работаю, например, тяжелой техникой типа мародеров, то я беру эту токсичную штуку, потому что она, когда мародеры прокачаны на 2 скраба плюс 3 лычки, да, то есть и плюс еще они, например, бронированные, либо с ракетными контейнерами, они становятся очень мощными. И плюс еще это токсиновый след, то есть против пехоты, пехота уже ничего не может против них толком сделать. Поэтому тут как бы выбираете свои техники, в том-то и прелесть, что вы выбираете линию развития под себя. Так, тут все, в принципе, апгрейд сделан, все сделано, все показал. Теперь нам осталось... еще фишка есть посигналить. Типа насмешки раздражают противника, иногда провоцируя на необдуманные действия. Ну, не знаю, кого это может спровоцировать, бибиканье. Так, мы загружаемся, чтобы показать еще дополнительные ветви развития. Посмотрим. Что я еще вам не показал? В первую очередь это авиация. Это я оставляю напоследок. А вот авиация. Авиация у GLA, да. Допуск к строительству взлетной полосы. Открывает взлетную полосу, перехватчик и газель. Да, пожалуй, возьмем. Пока мы будем строить. Вот у нас открылся аэродром. Причем, что можно его построить только один. Так, следующее, что приобретение дополнительного оружия и украденного радиооборудования открывает улучшение газели, улучшенное оружие открывает улучшенное оружие перехватчика, и важный момент: вражеские самолеты снабжения будут периодически сбрасывать ящики со снабжением на взлетную полосу. Приятный бонус, плюс дополнительное оружие для самолетов или вертолетов, это хорошо. Но также, раз уж мы пошли в авиацию, нам нужно еще очень интересную штуку, как надзор. Запрос взрывчатых веществ для самолетов-смертников. Очень интересная фишка. Она стреляет по... Так, нам достроить надо все-таки этот самый взлетную полосу. Так, здесь мы заказываем 3 вертолета «Газель», и мы можем построить только 2 самолета, и все. 2 самолета, и, блин, все. Вся авиация наша. Вот. Эта штука стреляет по защитным зданиям. То есть мы можем либо просто на территорию, она будет... Вот, выберем территорию какую-нибудь. И она будет зачищать. То есть если никого здесь нет, туда будет кто-то ехать, танк какой-нибудь. Сюда полетит самолет и по нему попадет. Самолет-смертник. Вот сейчас демонстрируется его мощность. То есть, в принципе, ну, неплохо достаточно. То есть, в первую очередь, он стреляет по юнитам, потом стреляет по оборонительным сооружениям, но он не стреляет по самим зданиям. То есть, здание не будет затронуто никак. Ну, как, будет только цеплять здание, да, но целенаправленно, если мы поставим, например, вот сюда вот только, на него, оно не будет по нему стрелять. Все, отстрелялись, молодцы. Вертолеты поехали, полетели, точнее. Самолеты еще строятся. Плюс сюда будут пролетать, скидывать нам дополнительные ресурсы. Я не знаю, сколько это будет денег, но, в принципе, мелочь, а приятно. Так, и пока что, мы, наверное, пока строятся наши самолеты, мы, наверное, вот эту штуку апгрейдим и посмотрим, насколько эффективно работает этот разведчик. Сейчас мы тут скроемся. Пока что вертолеты посмотрим, то есть насколько они эффективны. Ну, в оригинале, в принципе, можно их использовать. Хорошо, что их хотя бы можно построить не 2.
А сколько хочешь. Ну, довольно косенько, довольно слабенько они стреляют. Но их можно перевооружить. Давайте попробуем перевооружить. Двоих из них мы сделаем ракетниками, ракетчицами. Более точно стреляют, более прицельно. Больше урон. Ну, в принципе, неплохо. Хорошо, с вертолетами понятно. С этими вертолетами. Значит, еще мы можем токсиновый распылитель сделать. Распылить токсины. Я думаю, что это против пехоты работает хорошо. И у него остаются его ракеты. В принципе, понятно. Если так вкратце. Где наши самолеты? Полетели. Посмотрим, что за самолеты. Так, пока что пусть летают, смотрим. Мы можем этого парнишу скинуть куда угодно без разведки. То есть он сам становится разведкой. И, то есть радиус действия у него как и у машинки, примерно. Разведывает он также. Но ждем, пока доклад о ситуации прогрузится, и мы сможем увеличить зону действия в 2 раза. Причем, что у него, видите, такие знаки восклицания. Это как бы гражданский такой шпион. У него знаки восклицания, это значит, что ему нельзя тут слишком много близко ходить. Наверное, я так полагаю. То есть, потому что, когда я подхожу слишком близко, то они меня просто убивают. Так, давайте посмотрим, как стреляет в оригинале наш самолет. Ну, слабенько. Мягко говоря, слабенько. Косенько. То есть раз на раз не попадают. Хорошо, мы сделаем ракеты. Навсегда заменить ракеты. Ракетные контейнеры противотанковыми ракетами. Ракеты наносят высокий урон и способны преследовать цель. Ну давай. Подразделение потеряно. Я думаю, лучкованные неплохо отработает. А ну, против зданий. Ну, не очень. Хорошо. Значит, бомбы. Навсегда заменить ракетные контейнеры парой бомб. Бомбы наносят высокий урон по небольшой площади, но должны быть сброшены вручную. Хорошо. А, то есть поди еще попади по нему. Мы сейчас попробуем. А, стоп. Надо, чтобы они догрузились. А ну давай сюда. Да, очень долго они перезаряжаются. Попасть достаточно сложно. Подразделение потеряно. Плюс еще вручную скидывать. Но это тот еще челлендж. Да, попасть очень сложно. Ну, такая вот авиация у GLA. Чего мы ждали? Чего мы ждали? Так, у этого парниши уже должно быть все готово. Да, вот, настолько у него увеличивается диапазон. Но если мы подойдем слишком близко, то есть вот в зону действия попадают, и все. Подразделение потеряно. То есть спорный момент такой по поводу этого юнита. Так, что я еще не показал? Я еще не показал повстанцев. Where shall we strike? Повстанцы тоже могут быть сброшены без разведки куда угодно. Я обычно иксом разбегаюсь, пока они там суть до дела. Они уничтожают супероружие. То есть прямо мне нравится. Отличные юниты. Подразделение потеряно. Весьма неплохо.
Так, тут все показал. Теперь загружаемся еще раз. Видишь, ну, самое интересное я оставил на потом, напоследок. Так, что у нас? Злая толпа. Подразделение потеряно. Да, пожалуй. И получается, что все. Злая толпа и все. И хорошо, как злая толпа работает? Они у нас сразу вооружены калашами и коктейлями Молотова, то есть вполне себе эффективно работают по супероружию, появляются в тылу. Подразделение потеряно. И плюс они размножаются, то есть если кого-то уничтожили, то на замену придут новые люди. Так и есть. И напоследок я оставил самое такое интересное, на мой взгляд. Это у нас их нужно по одному улучшать. Украденные технологии у России. Это у нас такая вот штука. Типа мини-тремор. Достаточно эффективная вещь. Особенно, когда их уже там 6, больше. Артиллерия на все времена. Довольно дальнобойная, как вы видите. Надо заказать еще, кстати. Может не хватить. Ну, в принципе, понятно, как она работает. Вполне неплохо. Следующее это у нас Тесла разрядник. Эффективно против техники и пехоты. Но и против зданий, я вам скажу, тоже вполне себе неплохо работает. Так, технологию стырили, получили. Теперь дальше базовая технология. Это у нас машина, управляемая дронами. Управление дронами. То есть она на большом расстоянии, у нее вылазят дрончики. И вполне себе эффективно разносят здания. Со временем у них там конструируются еще дроны, вылетают. То есть по 4 штуки на каждого примерно получается. Следующее у нас... вот они еще и полуавтоматически работают по своему усмотрению. Следующее у нас координатор авианалетов. Уничтожает на большом достаточно расстоянии. Вот, наводится. И бомбардировка А-30, А-10, насколько мне известно. Уничтожает защитные сооружения очень даже эффективно. Так, вот, кстати, я уже говорил, по-моему, что вот это обычная технология, базовая. Подъезжаете, ее забираете, и у вас открывается... Ну, за США у вас откроется вот эта технология с дронами. Так, ну вроде бы как все показал, это показал, тут показал, все вроде бы четенько. Да. Все, на этом все, ребята. Я надеюсь, что обзор был полезный и интересный. Жду вас в режиме мультиплеера. Я думаю, рано или поздно я дам как бы сигнал, когда буду готов, когда изучу уже горячие клавиши более или менее, смогу играть в мультиплеере. Позову вас, поиграем 2 на 2. То есть, ну, за GLA теперь вы знаете все фишки. Все фишки, которые можно улучшить. Так что так, надеюсь, видео было полезно. Поддержите лайком, комментариями. Дополните, если я что-то где-то не досказал.
И если ставите уже дизлайк, то напишите за что, чтобы я хотя бы понимал, в какую сторону мне двигаться и что можно улучшить еще. Я понимаю, что можно было еще монтаж какой-то сделать, но на самом деле э, красота в простом, так это просто вот я взял просто и показал все, что возможно. Но опять же, я оставил вам небольшую интригу, потому что вы можете этими переработчиками захватить еще у Китая технологии. Я еще сам не знаю, какие мне дадут фишки за это. И у Эко захватить, и у GLA. Ну, у GLA я знаю, но я вам сейчас рассказывать не буду. Все-таки хочется, чтобы вам осталась какая-то интрижка, да, чтобы вы сами зашли, посмотрели. По поводу того, как скачать видео, как скачать игру, я, наверное, сделаю еще отдельное видео своими словами, как установить мод. Сам я устанавливал его, достаточно сложно мне было, но, в принципе, сейчас я уже как бы примерно понял алгоритм действий, чтобы мог спокойно за короткое время описать, как это сделать, и чтобы у вас все получилось с первого раза, а не нужно вам было смотреть 5 видео, как я делал это. В общем, ладно. В принципе, на этом заканчиваем. Я надеюсь, что я ничего не забыл. Если что, встретимся в комментариях и обсудим все остальные нюансы. До связи.